Друзья мои, всем большой привет! Приветствую вас на своем канале. И хочу вам показать то, чего не стоит бояться. Посмотрите, орхидея цветает. Я показываю на своем примере. И мы видим вот такую картину. Это может быть один, может быть два, могут быть по очереди. Сначала один, потом второй листик. Он начинает желтеть с краешку, либо половинка одна из, вот если разделить лист пополам, вот этой жилкой, видите, то бывает, что одна сначала половина желтеет, потом ее догоняет вторая. В общем, сразу мы, конечно же, пугаемся. Девочки, не стоит этого пугаться. У каждого органа орхидеи есть свой срок жизни. Ну и вот, сейчас, ребята, покажу вам. Моя орхидея, и не только это, тоже не является исключением. И вот я увидела, что началась такая происходить картина в вазоне с орхидеей. Я уже пообрезала, кстати, здесь цветоносы ей. И одновременно вот с этой картиной я увидела, что растет новый лист. То есть она, как говорится, не то, что съедает сама себя, просто какая-то часть полезных веществ, которые ей необходимы для роста и развития новой листовой пластины, она их берет из своего старого листика. У меня даже есть орхидеи, ребята, у которых 3 листа и все. Вот она отцветает, это моя мукола. Она отцветает, и обязательно один лист желтит. Это не говорит о том, что я ее не подкармливаю. Я стараюсь соблюдать все меры. Во все периоды развития орхидеи я определенным комплексом подкармливаю, вношу удобрения. Корневого роста пока не замечено мною, но вот происходит вот такое. Значит, вот цветонос был еще один. Она очень пышно цвела. Это орхидея Бухарест. Она всегда пышно цветет. Очень хороший, девчонки, сорт. Очень рекомендую. Старый, классический, зарекомендовавший себя неплохо сорт. Есть у меня видео на канале, там, где я ей обрезала полкилограмма корней, а может быть и весь килограмм. То есть я ее пересаживала, старую корневую обновляла, старую корневую обрезала, посадила, и она без проблем прижилась, адаптировалась. Причем это вот у нее посажена в этот вазон воздушная корневая часть. Ну, так как бы нельзя делить корневую орхидеи на какие-то там части воздушные, невоздушные. Ну, в общем-то, те корни, которые были приспособлены к более сухому содержанию, были мной помещены уже в более влажную среду, но потихонечку, не без потерь, мы приспосабливались. И вот у нее было пышное цветение. Один цветонос я обрезала, так как она начала сбрасывать цветы, сворачивать свое цветение. Одновременно с этим начала растить новый листик. И вот еще один цветоносик, на котором еще есть такое скромное цветение на 4 бутона. Это венозник, классический, нами всеми любимый, с таким красивым огненным акцентным язычком. Мне он очень нравится, девочки. Вот он умеет цвести, он может показать, девчонки, еще не то в цветении. У меня здесь было 3 цветоноса, 2 пышно цветущих. Ну, этот, по-моему, новый, да, это новый цветонос, он более со скромным таким цветением, но это скромное цветение, оно как дополняло то основное, и получалась, знаете, такая композиция из таких красивых, ой, полосатиков. Девочки, рекомендую, хороший сорт, но и не пугайтесь вот таких проявлений. Сейчас, когда она полностью заберет из листа все, что ей необходимо, а только она знает, что ей необходимо. Еще я пока его не дергаю, не смыкаю. Я вот видите, он еще такой влажноватый.
И когда он будет совсем сухой, что я вот так дотронусь, и сама орхидея мне его отдаст. Либо он сам отпадет. И тогда я возьму пинцетик и в районе старого цветоноса аккуратно уберу чешуечку, стараясь не повредить шею. В общем, ребята, вот такой нехитрый способ выбрала для себя орхидея для того, чтобы пополнить недостающее ей питание. Потому что во время цветения я не вносила ей никаких дополнительных подкормок. Учитывая, что она сидит, конечно же, в органическом субстрате, на период цветения ей должно хватить всех макро- и микроэлементов, которые производит органический субстрат, потому что там уже создана своя микрофлора, есть свои бактерии, которые расщепляют, перерабатывают и уже в нужной форме поставляют орхидее это питание. Если, конечно, у вас орхидея сидит в неорганической системе, либо в открытой системе, там уже, мне кажется, вам надо позаботиться с большим таким, знаете, там больше требования для содержания, потому что вы должны сами контролировать, и кроме вас никто орхидеи не даст питания. Ну, свет, вода, фотосинтез тоже имеет место быть. В общем, друзья мои, вот такая вам утешительная мой рассказ, чтобы вы сильно не убивались по поводу этих старых листов. Вот я пытаюсь вспомнить, сколько же вот этому конкретному листу лет. Именно лет, не месяцев. Это уже давнишний сорт, который у меня очень давно, уже года 4. И вот эти, я помню, листья, вот такие вот, они, мне кажется, ну, возможно, это уже мои листья, но они не прошлогодние и даже не позапрошлогодние. То есть я уже не считаю, что с ними надо прям переживать и расставаться с ними со слезами на глазах. Вот листья поскладывались, ребята. Вот то, что они вот так поскладывались, это признак того, что были нарушены условия содержания с моей стороны. Где-то орхидея пересыхала. И вот так они и посхлопывались. Вот был такой период, смотрите, видите? Вот два одновременно растущих листа, ну, выросших примерно плюс-минус в одно и то же время, они вот так схлопнулись. Видите? Ну, это вот орхидея рассказывает нам о том, в каком моменте ей было некомфортно в наших условиях. Так что, ребята, я любуюсь уже остатками ее цветения с огромным удовольствием. Эти бабочки, мотыльки, она замечательная. Я ее обожаю. Ни на кого не променяю. Вы знаете, даже у меня есть биглип, такой же венозник. Но он проигрывает, на мой взгляд, Бухаресту. Потому что у Бухареста есть такая красивая, аппетитная серединка. Все, друзья мои, так, не горюем по поводу желтых листиков, но если мы видим, что лист начинает вдруг желтиться от шеи, тогда мы, конечно, уже начинаем анализировать и принимать решения, выяснять причину позеленения. Если лист вот начнет отсюда желтиться, значит, есть какая-то проблема на шейке растения. Но очень часто бывает, что тоже мы зря паникуем, потому что очень часто выходит корень или выходит цветонос, который, пробив лист, повредив его, дает вот это желтение тоже от основания. Понимаете? Так что здесь нужен глубокий анализ того, что конкретно в вашем случае произошло. У меня тоже было такое. Но я, в принципе, всегда выжидательную позицию занимаю и смотрю на дальнейшее развитие орхидеи. Пристальнее, конечно, начинаю за ней наблюдать. Не на самотек не отпускаю ситуацию. В общем, ребята, орхидееводство – увлекательное занятие, требующее навыков и некоторых
знаний. Но в целом у нас с вами все должно получиться. Всех обнимаю. Всем большой привет из Одессы. Всем мирного неба. Пока-пока. До встречи на нашем канале.